Всем привет! В этом ролике я вам расскажу стратегию, по которой сейчас сам работаю, сам торгую, по которой сейчас, конечно же, зарабатываю. Это очень простая стратегия, она не разворотная, это трендовая стратегия. Все, как вы любите на самом деле. То есть, как всегда говорится, торгуем по тренду, чтобы не нарываться на ситуации, когда нас просто рынок выносит и уходит дальше движение по тренду, а мы пытаемся искать разворот. Нет, так делать не надо. В этом ролике я расскажу про 3 индикатора, покажу, какие настройки надо настроить и как правильно принимать решения, а также покажу, как можно упростить вообще всю работу и очень быстро находить эти ситуации, прям буквально на слух. Как всегда, лайк, подписка и погнали, приступаем. Первое, что нам нужно сделать, добавить всего лишь 3 индикатора. Первый – Bollinger Bands, второй – Stochastic и третье – Moving Average, скользящую среднюю. Какие у них настройки, скоро покажу, поэтому обязательно смотри видео до самого конца, чтобы ничего не пропустить, ничего не упустить. Перед любой торговлей я всегда запускаю торговый менеджер, то есть нажимаю менеджер, кнопочку просто менеджер. Здесь есть разные типы стратегии. Мазаньелло, свободная, каскадный мартингейл и классический мартингейл. Так уж завелось, что я всегда торгую по мартингейлу, но настолько привык к этой стратегии. Многие из наших партнеров уже перешли на мазаньелло. Что это такое? Это условно, когда вы подбираете минимальную сумму сделки, то есть устанавливаете выплату, какую вы будете получать, допустим, только на доходных активах торгуем, и, например, выбираете количество сделок. Из них всего надо, например, сделать там 3 плюса, всего лишь 3 плюса, но желательно не под конец, а именно в начале желательно 3 плюса сделать, и вы заработаете, например, ожидаем прибыль 22 рубля. Если я устанавливаю плюсов, пусть это будет винрейт 40%, у меня уже 1310 рублей будет ожидаемой прибыли. При риске на сессию всего 10 тысяч рублей. То есть я 10 тысяч выделяю, например, и могу заработать плюсом к своему депозиту, там 13% получается. Если же у меня риск на сессию будет, к примеру, 100 тысяч рублей, то есть я могу выделить, позволить себе 100 тысяч, то ожидаемая прибыль, например, плюс 13 тысяч будет при винрейте всего лишь 40%. И, соответственно, если я количество плюсов буду увеличивать, например, там, пусть это будет винрейт 60% у меня, то я могу заработать более 100%, то есть 175% к своему депозиту, ну, то есть к выделенному риску на сессию. Но я торгую по мартингейлу, то есть моя сессия любая начинается с того, что я выбираю мартингейл. Первая сумма сделки пусть будет 10 тысяч рублей относительно моего текущего депозита, это 0,5%, и множитель 2,2. Шаг 6, то есть это 5 шагов мартингейла плюс первая основная сделка, то есть 6 шагов суммарно. Также видим, что прибыль ожидаемая, ну, то есть если я даже до 6 шага дойду, то на 6 шаге у меня составит 52 тысячи рублей. То есть все распределение автоматически здесь пишется. Выплата, например, 92%, поскольку записываю ролик в выходной день, то сегодня реал не работает, а значит я могу выставить 92%. Цель 5% достаточно, к примеру, и нажимаю начать сессию. Либо можно установить таймер, например, сессии на 15 минут. То есть если мы за 15 минут не нашли ни одной сделки, все, закрываем терминал, закрываем рынок для того, чтобы нам не пересиживать. Если установили там на 2 часа, то автоматически через 2 часа у вас сессия закроется. И просто нажимаю начать сессию. Все. Сумма сделки первая 10 тысяч рублей. То есть я просто нажимаю сделка, все. Если мне нужно будет перекрытие, нажимаю перекрытие. И прямо здесь мне показывает текущий шаг мартингейла. Либо можно всю статистику открыть, просмотреть. В том числе дневник трейдера можно открыть, посмотреть. Что нужно делать по данной стратегии? Первое. Мы смотрим, чтобы у нас стохастик находился пересечение как раз-таки в зоне выше 70 или же ниже 30. То есть уровень 70 и 30 настраиваем. И мы будем ловить пересечение только в этих зонах. Все, что у нас между линиями, то есть от 70 до 30, мы этой линии не трогаем, то есть сюда вообще не смотрим. Следующее, что нам важно? Нам важно, чтобы у нас линия Боллинджера, то есть у нас график ушел наверх, то есть либо коснулся верхней линии, либо центральной линии. То есть если у нас есть пробитие центральной линии и у нас одновременно есть пересечение по стохастику, то мы открываем сделку вниз по тренду. В данном случае у нас есть как раз-таки касание линии Боллинджера, то есть верхней линии именно, и у нас стохастик ушел в зону перекупленности. И отсюда мы открываем сделку на понижение. То есть вот у нас ситуация наглядная. То есть открываем здесь на понижение. Вот ситуация, например. У нас было пересечение как раз-таки стохастика именно за 70-й отметкой, то есть вверху в зоне перекупленности. И у нас было касание линии Боллинджера. И у нас видим трендовая зеленая, я выделил трендовую, это EMA, скользящая средняя, она идет вниз. Показываю вам настройки, чтобы вы знали, как все это выглядит. Стохастик у нас настройки период 5, период D, который 3, и у нас замедление 3.
Тип сглаживания СМА, все остальное включено. То есть можете на свое усмотрение по желанию настроить, как вам удобно. Сохраняю. Bollinger Bands. Период ставлю 20, отклонение ставлю 2. И все остальные линии включены. Единственная толщина middle линии центральной 2 поставил. Для того, чтобы она была более заметная. То есть она у меня как раз фиолетовая и более заметная. Нажимаю сохранить. По настройкам Moving Average. У меня активирован Moving Average 3 линии. То есть 2 линии из них я отключил, чтобы они мне не мешали. Они мне ни к чему. Линия 1 включена. Ставлю период 50. Выбираю здесь EMA. Цвет зеленый. Нажимаю сохранить. Все, настройки у меня сделаны. Позднее покажу вам, как можно упростить поиск сигналов на графике, для того, чтобы быстрее открывать сделки, быстрее реагировать и не пропускать ничего важного. Открыл график эфир UTC. Здесь я буду открывать сделку на повышение. Дожидаюсь буквально еще 7 секунд, и здесь открою сделку по тренду наверх. Все, открыл сделку на повышение. Почему я это сделал? Во-первых, скользящий средний смотрит явно наверх, то есть зеленая EMA у нас идет вверх. Это первое. Второе. Мы после достижения как раз-таки максимальной отметки откатились к линии Боллинджера, то есть дошли до центральной линии. Также у нас здесь было пересечение, то есть, видимо, у нас было пересечение, подтверждение пересечения. И после этого я открыл сделку на повышение. Да, может быть минус. Не отрицаю, может быть запросто минус, нет ни одной стратегии, запомните, чтобы она у вас всегда выдавала 100% винрейт, это не существует таких стратегий. Я просто нажимаю перекрытие, если что, просто буду делать один догон, то есть на каждый актив не более одного догона, то есть минус один догон на актив, перехожу на другой актив и там уже продолжаю делать догоны, но уже как с первой сделки получается. Если сейчас будет минус, готовлюсь к покупке. 4, 3, 2, 1, взял двойной догон, то есть взял сделку наверх, потому что мы все так же находимся, уже хоть и под линией Боллинджера, но у нас сейчас волатильность снижается, то есть мы практически уже в нижней линии. Здесь у нас также все пересечение еще было, и поэтому один догон беру, то есть сейчас просто жду, остается только ждать. 3, 2, 1, сделка закрылась плюс. Замечательно. Можно открыть торговый менеджер, посмотреть. У нас была первая сделка в минус, вторая сделка в плюс. Замечательно. То есть в мою стратегию это укладывается. Что делать? Блин, ведь неудобно же искать стратегии, скажете вы. То есть не стратегии, а сетапы под эту стратегию. То есть это же надо в голове держать, что у нас трендовая должна быть вниз, что у нас должен быть откат по Bollinger Bands, должно быть пересечение. То есть надо, чтобы три индикатора сошлись. Для этого я специально создал супер простого бота, который помогает очень быстро искать стратегию. То есть мы открыли на графике данные индикатора и дополнительно открываем Stoch BB Reversal версии 1.1. И нажимаю «Показать скрипт». У него уже стандартно стоят все настройки, которые я вам сейчас сказал. То есть здесь стандартно карточку WinRate тревога ставлю я 75. Это первое, что я делаю. Я беру всегда сделки от 75% WinRate. Далее я количество догонов здесь делаю 1. Экспирация 1. Больше ничего не меняю. Далее стохастик видим 5, 3, 3. Здесь зона перекупленности 70, перепроданности 30 и Bollinger Bands 20 и 2. И нажимаю сохранить. Все, что мне нужно делать, просто находить ситуации. Перехожу к первой сделке. Видим, сигнал был в buy. Можно было здесь взять сделку на покупку. Здесь у нас было пересечение, но оно было чуть выше уровня 30-го. То есть здесь мы можем, по сути, сейчас, если у бота будет минус, взять как бы, догоном сделку следующую плюсовую. Но видим, винрейт низкий. Уже не подходит, уже что-то здесь не то. Поэтому важно искать сделки с винрейтом 75% и более. ГБП АУД, у нас сигнал наверх, сейчас буду сделку брать на повышение, видимо у нас на уровне 30 как раз таки пересечение есть, сигнал сохранился в бай, и у нас есть как раз таки по Bollinger Bands центральная линия касания, пробитие, касание, неважно. Если у нас просто находится на данном линии, как раз таки свеча, или же у нас между центральной линией и нижней линией по Bollinger Bands, значит мы входим на покупку. Если у нас в верхней зоне и, соответственно, тренд идет вниз, то мы на продажу берем как раз таки, грубо говоря, давайте где-то вам покажу ситуацию. Здесь вот sell, например, видим движение вниз, вот от центральной линии на продажу.
на продажу. Здесь у нас как раз таки стохастик на уровне, на 70 уровне было пересечение. То есть стратегия очень интересна, она очень простая. И да, я понимаю, что в голове держать 3 индикатора это сложно, поэтому просто активирую такого бота. Это не значит, что надо входить в каждую сделку. Это значит, что он вам помогает быстрее находить ситуации. Будет минус, ничего страшного, беру двойной догон. Это нормально. Минусы это нормально. Не бывает плюсов без минусов. Это вам первое, что нужно запомнить. Второе, что нет стопроцентных винрейтных стратегий с стопроцентным винрейтом, прошу прощения. Любая стратегия заключается в том, чтобы просто самое главное грамотно находить ситуации под свою стратегию и отрабатывать. Видим, здесь у нас moving average, то есть скользящий средний EMA идет наверх зелененькая. Мы находимся как раз таки в нижней зоне Bollinger Bands, и у нас есть пересечение стохастика наверх. То есть у нас перепроданность здесь есть достаточно сильная, поэтому, ну как сильно, с учетом период минутки, то есть минутного таймфрейма и периода 5.3.3 по стохастику, у нас есть перепроданность. Поэтому взял сделку догоном наверх. На всякий случай готовлю перекрытие. Если будет минус, если будет плюс, то я просто перейду к первой сделке. Отлично, перекрылся в плюс. Теперь мне нужно вернуться обратно к первой сумме сделки. Я нажимаю просто сделка. И еще новую ситуацию. То есть я могу массово переключить все графики и просто дожидаться сигнала. Мне не надо здесь ничего выдумывать, бегать по графикам, прыгать, как многие показывают. Тут вот так вот ищи, смотри. А давайте теперь дальше переключимся. А давайте дальше переключимся. Не надо никуда не переключаться, прыгать. Просто ждем сигнал, звуковое уведомление услышали. Отрабатываем. Вот у нас тоже хорошая ситуация, винрейт единственное 70%, это то, о чем я говорил, ниже 75 желательно не брать, я как бы стараюсь брать желательно от 75 и более. Сейчас здесь вот у нас видим сигнал в бай, на 10 тысяч рублей я сумму подготовил, пересечение стохастика в нижнюю в зоне перепроданности, и как раз таки Bollinger Bands тоже говорит на нас наверх по тренду, все по тренду, то есть данная стратегия трендовая, она не разворотная, но нужно понимать, что бывает ситуация, когда у нас еще скользящий средний, например, смотрит вниз, и видим здесь вот 2 сделки было подряд в минус. Сейчас просто вхожу наверх. Догон на всякий случай готовлю. Остается 4 секунды. Сейчас посмотрим, будет плюс или минус. Брать мне догон, не брать. Был минус. Взял двойной догон. Потому что был минус, немножечко упустил моменты и не вовремя взял, конечно, догон. Но ничего страшного. Взял в любом случае, потому что была минусовая сделка. Остается 14 секунд. Вообще в чем заключается данная стратегия? По сути, мы ищем какое-то трендовое движение, и в трендовом движении ищем коррекцию. То есть после коррекции в противоположном направлении против тренда мы входим как раз-таки обратно. В этом нам помогает стохастик. Он показывает, где у нас коррекционное движение происходит, где у нас происходит как раз-таки уже зона перепроданности или перекупленности во время коррекции. И мы входим в этот момент. То есть когда у нас немножечко импульс ослаб, и мы снова дальше пошли по движению. Да, проходимость на текущий момент видим 50 на 50, win-loss, то есть плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Однако за счет как раз-таки того, что я торгую по мартингелу, мне именно обожаю мартингел, потому что я могу таким образом перекрываться. Допустим, мне 50 на 50% сделки заходят, да и бог с ними, я все равно перекрылся, и у меня уже плюс 30 тысяч, пока записываю данный ролик. То есть нужно это тоже понимать. Опять же, вы можете экспериментировать, тестировать на различных таймфреймах. Обязательно напишите в комментарии, на каком таймфрейме у вас лучше отрабатывает, вообще как вам данная стратегия. Я всегда говорю, что работает у одного, не факт, что будет работать у другого. Да, у меня эта стратегия отрабатывает хорошо, я потому что торговал по ней, и как раз таки сейчас, и сегодня торговал, и предыдущий, то есть вот 14 мая сессию начал, я и сегодня продолжал, вот видно, 2 сделки закрыл, также затем начал новую сессию, и сейчас записываю ролик. Прекрасно отрабатывает. Поэтому мне будет интересно почитать в комментах, как у вас отрабатывает данная стратегия. Это была такая небольшая, простенькая стратегия. Если вам она нравится, обязательно пишите в комменты. Вообще свои результаты также пишите в комменты. Интересно почитать, что у вас из этого получается. Не забывайте ставить лайк под видео, подписываться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.